Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных. Так, давайте начнем работать. Вот один носок у меня уже готов, а второй мы свяжем вместе с вами. И по этапам я вам покажу, как вяжется этот носок. В принципе, очень много видео на ютубе, как вязать носки. Ничего тут нового особенно не придумаешь. Но у меня есть несколько таких, как бы сказать, ну, не секретиков, но то, что я делаю, может, это не каждый делает. Поэтому я все вам расскажу, а вы смотрите сами, как вам понравится. Во-первых, вы должны выбрать нитки, из которых вы будете вязать. Вот у меня такая пряжа, я уже раньше говорила, но еще раз повторюсь, да. Вот такая пряжа в 50 граммах, 65 метров у меня, да. И это у меня полушерсть, мне кажется, там нечистая шерсть. Да, 50% алпаки и 50% акрила. Ну, для носочков будет как раз хорошо. Спицы у меня, и вязать я буду на круговых спицах, да. Спицы у меня 4 миллиметра. И длина вот от кончика до кончика, вот это вместе с лесочкой, у меня метр. На них удобно работать, но я думаю, что можно и чуть-чуть покороче, но очень короткие тоже не стоит брать, потому что тогда будете путаться, да. Лучше вот такие спицы, они будут нормально. Значит, дальше что мы должны с вами сделать? Вы должны сначала связать образец из своей пряжи на спицах, которыми вы будете вязать. Свяжите образец, ну, петелек на 20 лицевой гладью, чтобы вы могли высчитать свою плотность вязания. После того, как вы высчитаете плотность вязания, это сколько петель у вас в 1 сантиметре, мы будем рассчитывать количество петель, которые нам надо набрать вот здесь вот по высоте, вот здесь, когда для начала нашего вязания, да. Значит, после того, как вы высчитали плотность вязания, вы возьмете ножку на того человека, которому вы будете вязать носок, и померьте вот этот размер, да, после пяточки вот этот размер, да, потому что здесь нога не у всех, у одних тоненькая ножка, худенькая, у других поплотнее, толстые ножки, поэтому вы должны знать вот именно вот этот размер. Исходя из этого размера, вы рассчитаете количество петель, которые вы должны набрать. Значит, моя пряжа, моя нога, стандартная женская нога. Я буду вязать на размер 38-39. И вот этот объем, я не буду вас путать, но у меня из моей плотности вязания получилось, что я должна набирать 43 петли. Но мне надо, чтобы количество петель делилось на 4. Поэтому я округлю в большую сторону. И у меня будет набор 44 петли. Я буду набирать начало вязания 44 петли. Вот вы высчитаете свое количество петель, да, и мы начнем работать. Набирать я буду итальянским способом без дополнительной ниточки. Вот как раз это первое. Ну, это не ноу-хау, но это небольшое изменение, потому что не все делают итальянский набор, могут набирать обыкновенным способом. Вот здесь вот простым способом набора петель. Я люблю делать итальянский, он более эластичный, и чтобы комфортно ножка входила в носок, поэтому я набираю всегда итальянским способом. Значит, как это я делаю? Вот я беру свою пряжу, еще, значит, где-то у меня начало, где-то спряталось начало. Как всегда, вот. Ладно, нашла я начало клубочка. Значит, так как у меня 44 петли надо набрать, это условно я считаю, что это 44 сантиметра. И итальянским набором, при итальянском наборе петель, этот 44 надо умножить, ну, еще в полтора, пусть будет, значит, ну, 44, 8, ну, 90 сантиметров хвостик. Вот я сейчас его помечу, чтобы мне хватило этого хвостика для набора петель. Вот я сейчас померю, ну, примерно, да, ну, вот, скажем, 90 сантиметров. Вот этот хвостик, который край идет на большой палец, ниточка от клубочка идет на указательный палец. И еще мне понадобится вот такая простая длинная спица, ну, примерно той же толщины, что и те спицы, на которые мы будем вязать. И как я делаю? Вот я вставляю так вот сюда эту спицу, захватываю ниточку и разворачиваюсь. Все, одна петелька у меня уже есть. И теперь мы должны набрать с вами еще 44 петли. Почему 44? Потому что одну для закрытия
вот этого нашего ряда в круг. Значит, 44 мне необходимо и плюс 1. 45 петель я должна набрать. Причем последнюю петлю, когда вы будете набирать, вы ее набираете не так, как я сейчас вам буду показывать, а последнюю петельку, 45 у меня, вы наберете вот самым классическим способом, да, чтобы закрепить наш наборный ряд. Так мы начинаем. Это у меня первая петля уже есть. Вторая, я захожу вот в ниточку, которая у меня на большом пальце, вниз, захватываю ниточку, которая у меня на указательном пальце, тоже вниз, и опять внизу возвращаюсь. Это у меня одна петля, то есть 2 уже. Потом от указательного захватываю сверху от большого, это у меня 2, 3, теперь опять так, 4, и от указательного 5, от большого 6, от указательного 7, большого 8, указательного 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44 и 45, как я вам сказала, мы набираем самым обыкновенным способом. Вот у меня 45 петель. Ну, вот хвостик мне хватило, ну, может было чуть покороче, но не так страшно, да? Значит, вот у меня все петельки на этой ровной спице. Я разворачиваюсь, беру ниточку от клубочка, естественно, да? Беру спицы, которые мы теперь будем вязать. И вот я смотрю, первая, вот первая, которую мы набрали как обыкновенным способом, я смотрю дальше вторую спицу, петельку. Вот она у меня похожа на изнаночную, поэтому что я делаю? Вот эту первую я провяжу лицевой, а вторую, вот видите, она похожа на изнаночную. Я ее сниму, ниточка перед работой. Следующую у меня похожа на лицевую. Я ее провязываю. Изнаночная, снимаю, нитка перед работой. Лицевую провязываю. Изнаночную снимаю. И так мы вяжем с вами до конца. Нет, не до конца. Так мы с вами провяжем сейчас половину петель. Это у меня 44 делю на 2, 22 петли. Вот сейчас провяжу 22 петли. И вот я провязала 22 петли. Теперь я вот эту первую спицу могу вытащить. Это мы сразу делим наши петли пополам. Я ее вытащила. И продолжаем вязать оставшиеся 22 петли. И последняя, это значит будет 23 на этой спице, так как у нас 45 петель. Последнюю мы не провязываем, а снимаем, просто переносим ее на спицу, не провязывая, да? Значит, продолжаем. Вот у меня на этой спице теперь опять лицевая первая. Раз. Изнаночную мы снимаем. Лицевая 3, изнаночную снимаем. Итак, мы вяжем с вами сейчас до конца ряда. Ну, вот я закончу 22 и 23 петля, как я сказала, я просто переснимаю, я ее не провязываю, я просто ее сниму и переодену на другую спицу. Теперь что мы делаем? Мы все спицы, то есть все петельки одеваем на спицу. Половина у нас на одной спице, половина на другой спице. Что-то я запуталась здесь совсем. Так, значит, я пускай вот одеваю 22 петли у меня на одной спице и 23 петли у меня на другой спице, да, вот это одна петля для замыкания нашего вязания в круг. Вот я поправляю, чтобы внутренний шов, где наборный ряд, да, вот он был все внутри. Вот посмотрите, у меня вот наборный ряд внутри, нигде ничего не переворачивается. Теперь я беру вот эту последняя, у меня одна петелька, как я сказала, да, вот она у меня последняя петелька. Я ее сейчас пересниму и одену на левую спицу. И теперь через эту петельку, которую мы только что переодели, я протяну первую петлю на этой спице и сниму, и теперь можно будет одеть назад. Все, теперь у нас на каждой спице по 22 петли, всего 44 у меня. Теперь можно вытянуть вот эту уже правую спицу и продолжаем вязать второй ряд. Теперь мы лицевые петли будем снимать, нить за работой, а изнаночные мы будем провязывать.
Вот видите, лицевую я снимаю нить за работой, изнаночную провязываю. Итак, мы свяжем с вами вот этот второй ряд, закончим. Это у нас будет 2 ряда, мы провязали полой резинки. Ряд полой резинки я провязала, и теперь мы с вами свяжем еще 3 ряда просто обыкновенной резинкой 1 на 1. Вот как в этом носочке, всего у меня связано 5 рядов первым цветом. Это я так вязала, да, вы как хотите. Вы можете в данном случае не вставлять другой цвет, если у вас нет такого желания. Можете здесь просто полосками вязать, тоже как хотите, это же ваша фантазия, да. Вот мне захотелось связать именно так, да, здесь побольше, пяточку и чуть-чуть на носочке, вот такой носочек, да. Значит, если вяжете так, как я, мы сейчас вяжем еще 3 ряда просто резинкой 1 на 1. Вот эту правую спицу опять можем вытянуть и работаем ею. И вяжем теперь уже ничего, нитку не запуская, вяжем обыкновенную резинку 1 на 1, еще 3 ряда. Если, ну, я думаю, что путаться не будете, здесь хвостик, вы будете видеть, где у вас начало ряда. Можно повесить маркер в начале ряда, но я этого не делаю. Значит, мы сейчас с вами вяжем 3 ряда резинкой 1 на 1. Вот первые 5 рядов мы провязали, вот резиночка. Дальше я вязала 15 рядов другим цветом, да. И что я хочу вам сейчас показать, потому что я синюю ниточку я не обрезала, я ее просто аккуратненько протягиваю. Я покажу, как это делается, чтобы потом дальше продолжить здесь вязать синей ниточкой, да. Это очень удобно, потому что если обрывать нитка, ну как бы я не люблю резать нитки там, где их можно не резать, да? Поэтому я сейчас покажу, как это делается. Значит, мы берем другой цвет. У меня вот такая же пряжа, но она уже просто в моточек связана, скручена, да? Смотана. Вот я беру другую пряжу, синюю пока убираю и продолжаю вязать вот этой бирюзовым цветом. Тоже резинку мы продолжаем 1 на 1 и прихватывать синюю ниточку я буду каждые 3 ряда. Если у меня вот сейчас этой бирюзовой ниточкой надо провязать 15 рядов, то значит эту синюю ниточку сзади я прихвачу 3 раза, и она будет аккуратненько лежать с изнаночной стороны у меня, никому не будет она мешать, и в то же время ее не придется обрезать. Значит, сейчас вы провязываете 3 первые ряда вот этой ниточкой другого цвета, да, у меня она бирюзовая. И я вам покажу, как прихватить правильно вот эту синюю ниточку, чтобы она и не торчала с лица, и аккуратненько держалась по изнанке. Ну вот первые 3 ряда провязала. Теперь мне надо подхватить вот эту синюю ниточку, обмотать ее вместе с этой, чтобы она аккуратненько по изнанке ложилась там, да, протягивалась. Поэтому вы, когда вяжете другим цветом, внимательно смотрите, чтобы вот эта синяя нитка все время внутри была, чтобы она у вас не выскакивала вот сюда наружу. И теперь что мы делаем, да? Сейчас мы будем продолжать вязать той же ниткой, но синюю мы должны подхватить. Для этого что мы делаем? Мы должны взять, вот видите, у нас, вот они у нас 2 ниточки. Вот та нитка, которую мы работаем, она должна быть сверху. Вот сейчас мы ее сверху накладываем синей. Видите, сверху. Потом проводим под синей. И все, эта нитка готова. Мы можем опять ей вязать. И она вот здесь сзади подхватит, с изнанки подхватит эту синенькую, она будет прокладываться у нас по изнанке, да? Только не наоборот. Если вы сделаете наоборот, вот возьмете, у нас будет синяя сверху, а вы подтянете голубую, тогда вот здесь вот этот синий хвостик, он будет виден. И это будет некрасиво, да? Значит, еще раз. Вы продолжаете вязать этой же бирюзовой ниточкой, но вы, значит, накладываете эту бирюзовую сверху синей, видно, вот она сверху, под синюю ее подхватываете, вот. Все, и ей можно продолжать работать. Синяя нитка у нас уже тогда видна не будет, да? И опять мы вяжем следующие 3 ряда вот этой бирюзовой ниточкой. Так я буду вязать 15 рядов бирюзовой ниткой, и каждые 3 ряда я буду подхватывать вот здесь вот в серединке вот эту синюю ниточку. И она у нас будет вот так вот по изнаночке
она у нас будет просто прокладываться. И когда нам нужно будет ее ввести в работу, она у нас уже будет как бы готова, да. Значит, мы сейчас провяжем 15 рядов еще бирюзовый, и потом я провяжу еще 3 ряда синей резинкой 1 на 1. И только потом мы с вами начнем вот вводить вот этот рисунок. Значит, вы сейчас вместе, то есть самостоятельно свяжите резинку до конца, таким образом, как вы ее решили вязать, да, или вот так, как у меня, большой кусок цвета, или можете полосками менять. Ну вот, протягивайте ниточку и меняйте. После того, как вы провязали бирюзовый цвет и вы переходите на синюю, вот здесь уже тогда синяя нитка идет вперед, сверху, а бирюзовая остается внизу, да? Вы поняли? Значит, та ниточка, которую вы работаете, она должна идти сверху, и тогда она нигде не будет торчать. Значит, мы сейчас свяжем с вами, довяжем резинку до конца. Резиночка, обычно я делаю, она должна быть сантиметров 10 длиной, да? Если вам хочется выше, пожалуйста, вы можете делать ее длиннее. Я делаю резинку 10 сантиметров. Да? Сейчас я свяжу резиночку, и потом мы с вами продолжим. После того, как мы связали резиночку на нужную нам высоту, у меня это 10 сантиметров, мы перейдем к вязанию узора. Да? Узор я вяжу, буду продолжать также вязать синей ниточкой. Вот. И не забывайте сзади протягивать другую цвета нитку, потому что так как мы ей будем вязать пяточку. Да? Вот посмотрите, мы здесь протягиваем нитку синюю с другой стороны, и вот ничего не видно, да, вот она у меня, видите, она здесь лежит, и очень удобно. Поэтому не забывайте перетягивать вот эту бирюзовую ниточку также дальше. Значит, мы берем теперь синюю нитку и переходим к вязанию узора. Узор несложный, сейчас я вам покажу, и вы поймете его. Значит, состоит, как я говорила, из 4 петель. Значит, первый ряд. Я оттягиваю ниточку и начинаем вязать. Значит, первые 3 лицевых. Из 3 лицевых мы должны провязать обратно, ну, те же 3 лицевых. Значит, я их провязываю 3 вместе. Вот я протягиваю спицу. Я их провязываю 3 вместе. Не снимая со спицы, делаю накид и провязываю еще раз 3 вместе. Вот это 3 петли. Вот они у меня нарисованы. Из 3 петель, я вот как бы так обозначила, да, вот из этих 3 петель я связала, перекрестила, и 3 вместе получились назад. Потом я провязываю одну изнаночную. Вот это у нас раппорт как бы из 4 петель. Следующую группу из 4 петель мы вяжем просто 3 лицевых, одну изнаночную. И так вот первый ряд мы повторяем. Значит, следующая группа из 4 петель. Мы опять 3 петельки протягиваем, провязываем вместе, накид, и не снимая со спицы, еще раз их провязываем вместе, и одна изнаночная. Следующая группа из 4 петель, 3 лицевых, одна изнаночная. Так вот закончите вот первый ряд рисунка, второй ряд вы вяжете, как петли у нас смотрится. То есть мы будем смотреть, вязать просто 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Значит, из этих вот, там где мы перекрестили, мы просто будем вязать прямые 3 лицевые. Значит, первый ряд мы сейчас закончим, второй ряд будем вязать вот так, как я сказала, опять 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, ничего не перекрещивая. Давайте вот эти 2 ряда свяжем. Да. И потом мы с вами встретимся. Ну вот я первые 2 ряда провязала, и теперь я расскажу, может у кого-то точно так же получилось, так как у меня 44 петли на спицах, да, если я разделю на 4, у меня получается 11 раппортов, вот 11 групп по 4 петли. И, значит, поровну эти раппорты не делись, у меня получилось 5 раппортов и 6 раппортов. Вот на одной спице у меня 5 раппортов, а на другой спице у меня 6 раппортов. Получается немножко неравное количество петель, но это не страшно. Значит, вы разделите так же, как я. Вот первая спица, мы потом здесь будем вязать пятку. Поэтому здесь может быть поменьше петель, да?
А со второй спицы мы будем начинать вязать, продолжать вязать перед. И здесь будет побольше количество раппортов. И что я еще сделала? Здесь вот у меня 5 раппортов там, где я буду вязать пяточку, да? Вот 5 раппортов я намножаю на 4, получается 20. И я добавлю одну петельку, чтобы было для симметрии, да? Чтобы он кончился изнаночной петлей, и чтобы он начался тоже изнаночной петлей. Поэтому вот эту одну петельку с предыдущей спицы я перетяну сюда. Вот. И у меня будет здесь 21 петля, а на спинке, то есть где перед носочком, у меня будет 23 петли. И будет симметрично раппорты. С краю здесь вот будет по одной изнаночной стороне и 5 раппортов, 21 петля. А здесь будет у меня 23 раппорта. Они будут начинаться с 3 лицевых и 3 лицевыми заканчиваться. Да? Вот это то, что я хотела вам сказать. Теперь продолжаем вязать. У нас следующий ряд. Это у нас 4, то есть это 3, извините. 3 ряд. И теперь вот у меня сместился начало ряда. Я просто повешу теперь красный маркер, чтобы не путаться. Да? Вот начало ряда у меня теперь здесь. И вот одну петельку я возвращаю. Вот она у нас как бы уже провязанная. Вот по первой спице. И продолжаем вязать. Теперь смотрим. Вот эти 3 петли, которые мы перекрещивали в первом ряду, мы их теперь провязываем просто лицевыми. Изнаночная, изнаночная. А следующие 3 петельки мы их перекрестим. Ну, то есть не перекрестим, а из 3 свяжем 3, вот как мы вязали, да? Накид, еще одну и изнаночная. Следующие 3 мы провязываем просто лицевыми. Потом изнаночная и из 3 3. Итак, мы заканчиваем с вами. Это у нас 3 ряд. 4 ряд мы вяжем, как у нас смотрится. Изнаночная, изнаночная, лицевыми, лицевыми. И так дальше. Мы все время переменяем вот эти группы по 4 петли, которые у нас. И один раз мы в одной группе перекрещиваем, потом ряд ничего не делаем. В следующем ряду в другой группе перекрещиваем, и потом ряд опять ничего не делаем. Итак, мы с вами будем вязать, пока мы не довяжем до того места, как нам надо будет вязать пяточку. Значит, вот у меня это 6 Если вы хотите носочек подлиннее, чтобы у вас был до пяточки, вы можете это расстояние сделать подлиннее. Там и 8, и 10 сантиметров, кто как хочет, какую длину носочка. Да? Так что давайте будем продолжать работать и встретимся с вами, когда мы будем делать с вами пяточку. Еще я хотела вам сказать, забыла предупредить, чтобы вы не пугались. Если у кого-то такое же количество петель, как у меня 44 петли, оно на 8 не делится, она делится только на 4. Да? А наш раппорт условно 8 петель, так как мы делаем перекрещивание в шахматном порядке. И поэтому вот здесь вот на стыке петель, где начало ряда, да, у вас получится так же, как у меня. Видите, они, вот эти переплетения здесь 2 рядышком, они не в шахматном порядке. Мы вот ряд начинали с переплетения и закончили, тоже пришлось делать переклёст. Но после того, как мы довяжем до пяточки, и дальше мы узор будем продолжать только по переду, да, вот ничего страшного нет. Здесь вот сбоку этого и не видно, что вот они не в шахматном порядке. Поэтому, если у кого-то петли делятся так же, как у меня, только на 4, а на 8 не делятся, то вот получится вот здесь вот на стыке. Вы начинали с переплетения, то есть из 3 петель 3 вывязывали, и закончить также из 3 петель 3. Это будет только на стыке рядов, да, в начале ряда. А остальное все у вас получится. Так что, пожалуйста, давайте будем продолжать работать. Мы провязали вот это расстояние, вот это, да, до пяточки. Сейчас до пяточки мы провязали. Теперь мы начнем делать с вами пяточку. Пятку я буду начинать на начале ряда, на спице. И у меня, если помните, значит, было неровное количество петель. У меня здесь 23, а здесь 21. Если у вас число делится на 8, то у вас будет поровну, да? Значит, ну, это не страшно. Значит, сейчас мы начинаем вязать пяточку. Беру я уже теперь вот эту мою ниточку. И так она должна быть вот сверху, да? И мы начинаем вязать. Как мы будем вязать пяточку? Пяточку я вяжу с уплотнением. Вот видите, она у меня такая вот более плотная, чтобы не так быстро она
рвалась, как всегда, на пятке первое место, которое самое слабое место. Поэтому мы будем ее немножко укреплять. Как мы это будем делать? Вот смотрите, первую петельку я провяжу просто изнаночной, то есть лицевой, это у меня будет кромочная. Потом дальше вяжу лицевую, следующую снимаю, нитка за работой. Лицевая, нитку за работой, следующая. Лицевая, снимаю, нитка за работой, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так мы с вами вяжем до конца первой половины, да? Значит, так, снимаю, провязываю. И последняя петелька, я тоже формирую из нее кромочную, вяжу изнаночной бабушкиным способом. Так, теперь мы разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Это у нас теперь будет поворотным вязанием. Первую мы снимаем, все остальные петельки мы вяжем изнаночными до конца. Так, давайте я сейчас второй ряд я довязала. Третий ряд мы вяжем точно так же, как первый. Единственное, что опять не забывайте протягивать нашу синюю ниточку. Вот видите, вот я светлую кладу сверху синей, оборачиваю и продолжаю вязать вот светлой ниточкой. Здесь то же самое. Первую мы снимаем, кромочную, потом лицевую, нитку снимаем, то есть петлю снимаем, нитка за работой, лицевая, петлю снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. И так мы вяжем с вами опять до конца ряда. И в конце мы вяжем последнюю нашу петельку кромочной, значит, изнаночным бабушкиным способом. Изнаночный ряд, опять все изнаночные петли.Итак, мы вяжем нашу пяточку на высоту. Вот это у меня высота моей пятки. Значит, высота у меня 6 сантиметров. Это так как у меня размер 37-39 я вяжу, да, носочки. Если вяжете побольше, 39, там 40, вы сделаете пяточку 7 сантиметров. А на мужские носки и все 8, да. Значит, вот вяжите вашу пяточку на ту высоту, которую вам необходимо. И не забывайте протягивать нашу синюю ниточку, потому что она нам еще понадобится, когда мы будем уже дальше вязать, да. Значит, давайте будем вязать сейчас пяточку. Вот, пяточку я провязала на нужную мне высоту. Значит, и теперь мы будем формировать с вами вот эту вот как бы подковку, да, вот пяточку, которая уже пойдет уже на подошву заворачиваться. Она у меня такой вот полукруглой форме. Я вяжу такую подковообразную пяточку, да. Для этого что мы будем делать? Значит, если у вас нечетное количество петель, как у меня, то вы выбираете одну петельку посередине и просто на нее вешаете маркер. И если у вас четное количество петель, то выбираете 2 петельки. Тоже так же вот вместе их соедините, чтобы просто их обозначить. Не надо вешать на спицу маркера, а просто их обозначить. И как мы делаем дальше? Значит, вот смотрите, я еще раз хотела показать. Видите, как красиво протягивается с другой стороны синяя ниточка. Ее абсолютно не видно, да? И, ну, вы, наверное, догадались, что здесь каждые 3 ряда не получалось. Я делала каждые 2 ряда, потому что мы вяжем поворотным вязанием, да? И в нечетном ряду мы, конечно, нитку не могли подхватывать. Но я думаю, что вы сами об этом догадались. Значит, теперь что мы делаем дальше? Мы вяжем пока такой же вот светлой ниткой. Поэтому синяя пока останется, она нам понадобится, ее сейчас перехватывать не надо, да? Значит, что мы делаем? Мы продолжаем вязать так же, как мы вязали сейчас. Вот, значит, снимаю лицевую кромочную и вяжу лицевая, одну снимаю, нитка за работой, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. Мы доходим до этой середины, или у вас 2 петельки, или у меня 1. Также эту серединную я провязываю. Потом после серединных пару, 2 вместе, я провязываю 1 петлей. Следующую 1 петелька я провязываю лицевой и разворачиваемся. Теперь что мы делаем? Первую мы просто снимаем и вяжем все петли изнаночными до нашей серединки. Вот я
Я даже проскочила одну петельку уже, да? Значит, опять я должна по изнанке связать до этой петли, которая у меня отмечена. Вот она. И следующие две я провязываю вместе изнаночной и одну просто изнаночной. И разворачиваемся. Вот теперь нам, в принципе, уже этой маркер не нужен. Ну, давайте смотреть. Значит, первую мы снимаем. Вяжем и смотрим по рисунку, чтобы, ну, продолжить вот это уплотнение, да. Вот я вижу, эту мы снимали, значит, мы эту сейчас провяжем, эту снимем, провяжем, и теперь мы подошли к тому месту, видно, как две петли, как бы у них расстояние между. Вот в этом месте мы должны в каждом ряду, в конце ряда делать 2 вместе. Я опять провязываю 2 вместе одной петлей и следующую просто лицевой. И разворачиваюсь. Первую мы снимаем и вяжем изнаночными. Опять до того места, где мы уже увидим, что нам надо делать 2 петельки вместе. Вот мы подошли к тому месту. Видите, опять такое как бы расстояние между петлями. Вот эти 2 мы провязываем вместе, а следующую просто изнаночной. Дальше опять лицевую, то есть кромочную я снимаю, потом я смотрю, если это у меня была, ну, как бы косичка, эту провязываю, эту я сниму, эту провяжу, эту сниму, эту провяжу, сниму, и опять 2 вместе провяжем одной лицевой, там где расстояние, и следующую просто лицевой. Опять мы с вами разворачиваемся. Первую мы снимаем и вяжем дальше изнаночными до того места, где у нас вот расстояние между петельками. Вот мы дошли опять до этого места, мы их провязываем одной петлей изнаночной, следующую просто изнаночной, и опять разворачиваемся. Итак, мы сейчас будем вязать до того, пока у нас на этой петле не останутся, то есть на спицах не останутся петельки с краю. Ну, давайте еще раз, потому что не так много осталось. Значит, первую мы снимаем, потом я опять смотрю, если первую, эту центральную я снимала, провязывала, снимала, значит, вот эту я провяжу, эту сниму, провяжу, сниму, провяжу, сниму, провяжу. Опять мы дошли до места, где надо 2 вместе. Опять 2 вместе лицевой, следующую просто лицевую. Опять развернемся. Первую я снимаю, вяжу изнаночными, опять до того места, где у нас есть такое расстояние между петельками. Вот она. Мы их провязываем 2 вместе, следующую просто изнаночной. Вот у нас осталось уже по одной петле с каждой стороны. Сейчас мы еще раз сделаем. Значит, первую снимаем. Это я снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, и 2 вместе мы провязываем кромочной бабушкиным способом. Все, с этой стороны мы закончили. Теперь у нас осталось еще с этой стороны. Мы также закончим. Две вместе мы провязываем кромочный бабушкиным, изнаночный бабушкиным способом. Все. Вот мы эту пяточку сформировали. Вот у нас получилась такая подковообразная пяточка. Теперь что мы должны сделать? Мы должны обязательно посчитать количество петель, сколько у нас на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Вы должны это запомнить и записать лучше. Это для второго носка, чтобы вы знали. Вот у вас вот здесь осталось на спице 11 петель. Дальше мы теперь должны подобрать петли вот по нашим боковым краям этой пяточки, да, и уже будем вязать опять по кругу. Значит, сейчас мы начнем подбор сначала с левой стороны, потом с правой стороны. И здесь у нас
уже вот внизу, когда мы наберем 7 петель, будет опять начало ряда. Сейчас мы переходим опять на вязание уже нашей синей ниточки. Вот она у нас как бы под рукой. И мы начинаем вязать вот этот ряд резинкой 1 на 1. Значит, лицевая, изнаночная до конца ряда. Вот мы связали вот эту часть. Теперь повесим маркер, чтобы нам легче было считать петельки, потому что мы по боковой тоже будет посчитаем, сколько у нас петель должно быть. Это вот когда вы вяжете первый носок, вы должны все это посчитать и записать, чтобы второй носок у вас был одинаковый, да? Здесь мы закончили на лицевой. Значит, следующая петелька у нас будет провязывать изнаночную. Вот мы ищем кромочную, я ввожу снизу и провязываю ее как изнаночная. Раз. Следующая лицевая. Потом опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот здесь вот, чтобы не было у нас дырочки между, мы провяжем еще одну петельку, наберем вот так как-нибудь ее, и она у меня лицевая. И теперь посчитаем количество петель, сколько мы здесь набрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот это число я тоже записываю. Это мы после пятки 10 с одной стороны, и 10 у нас должно быть с другой стороны. Это для контроля. Теперь что мы провязываем ряд дальше, уже вводим в работу нашу переднюю половинку носочка, да? Значит, эту я вытащу, и мы смотрим, мы уже здесь вяжем, продолжаем вязать рисунок. Нам надо будет сделать перекрещивание в этом ряду. И вот я вяжу уже по рисунку. Вот смотрю, здесь вот из 3 3 изнанка, следующую группу просто лицевые, опять из 3 3 изнанка, просто 3 лицевые, изнанка, и из 3 3. Так, это у нас передняя часть носочка, да? Теперь мы должны вторую часть боковой части пяточки, мы должны тоже с вами подобрать петли. Значит, у нас здесь лицевая, помните, мы закончили лицевой. У нас 10 петель. Так мы продолжим также делать. Вот эту я сейчас вытащу пока. И вот здесь мы в промежутке мы сделаем, провяжем 1 лицевая и будем считать. Изнаночная 2, лицевая 3, изнаночная 4, лицевая 5, изнаночная 6, 7, 8, 9 и последняя кромочная, это у нас 10. И продолжаем дальше вязать.
протянем эту спицу. Дальше также у нас резинка будет идти 1 на 1, да? Продолжаем вязать этот ряд до конца. То есть он сейчас провяжется, вот этот все пяточку, провяжем начало и вернемся в конец, то есть переднюю часть носка, и вернемся в конец, в начало ряда. Вот сейчас мы туда дойдем, и я покажу, что мы будем делать дальше. Сейчас мы вяжем резинкой 1 на 1. Этот маркер уже можно убрать. У нас петли, количество петель совпало. Так. И теперь мы вытянем спицу там, где между. В общем, короче говоря, у нас на одной спице будут петли наши пятки с боковыми петельками, а вот на нижней части у нас будут только петли нашего передней части носочка. И вот сейчас мы его тоже провяжем. Вот это еще одна петля сюда оказалась, да? И здесь мы по рисунку. И сейчас вяжем просто все 3 лицевых изнаночная, 3 лицевых изнаночная. Чуть я это тоже сюда еще поспешила, да. Вот 3 лицевых изнаночная, 3 лицевых изнаночная, 3 лицевых изнаночная, 3 лицевых изнаночная, 3 лицевых изнаночная и 3 лицевых. Вот у нас здесь петли нашей передней части носка, а здесь у нас сзади петли нашей задней части носочки, пятка с боковыми стенками. Вот. Теперь вот эта светлая ниточка нам больше не понадобится. Мы ее протягивать, естественно, до носка не будем. Здесь мы ее обрежем. Уберем, чтобы она у нас не путалась. И теперь, вот смотрим, у нас здесь на спице получилось 11 и 2 раза по 10. Это у нас 20, 31 петля. 31 петля. А нам надо вернуться, значит, если здесь у нас было впереди 23 петли, а здесь 21, нам вернуться к 21. Ну, к прежнему количеству. Значит, 10 петель надо сократить по 5 петель с каждой стороны. И мы будем делать это через ряд. Значит, 10, на протяжении 10 рядов мы будем сейчас с вами сокращать. И вот как это делается, вот смотрите. Вот начинаем первый ряд, да? Вот лицевую я переснимаю и провязываю 2 вместе. Дальше вяжу резинкой 1 на 1 по рисунку. Дойду до конца ряда, то есть до конца петель, которые у меня вот на этой спице. И в конце ряда мы тоже с вами сократим, то есть свяжем 2 петельки вместе. Вот эти мы уже свяжем 2 вместе. Все, мы одно сокращение сделали. В следующем ряду мы не будем сокращать. Это во втором не будем, в третьем, в пятом, в седьмом и в 10. Мы сократим 5 раз, пока мы не получим здесь нужное нам количество петель. А вот эту часть носочка мы продолжаем вязать просто по рисунку. Так что давайте мы сейчас свяжем до конца, то есть вернемся к нашему первоначальному количеству петель, и мы уже придем тогда вот. Видите, вот здесь будет образовываться у вас такая вот косичка, и когда мы все сократим, мы уже будем вот в этом месте, мы довяжем до сюда, когда мы вернемся к первоначальному количеству наших петель. Так что давайте будем работать. Мы сократили все необходимые петли, да, теперь вернулись к первоначальному количеству. У меня сейчас на спицах мои 44 петли, 23
впереди и 21 сзади. Вот мы сейчас находимся вот в этом месте, да, вот мы связали вот эту косичку, видите, где мы спускали петельки. Мы сейчас находимся в этом месте. Теперь дальше мы будем продолжать вязать наш носок на необходимую нам длину. Подошву я буду вязать, опять продолжать резинка 1 на 1. Вот это я считаю как бы небольшое отличие, потому что многие вяжут подошву лицевой гладью. Но мне кажется, вот резиночка как-то получше смотрится, они такие поплотнее, потеплее получается, да. И сейчас мы вяжем наш носочек на необходимую нам длину. Вот у меня длина носка, скажем, от носочка до пяточки 24 сантиметра. Это где-то, вот я сказала, 37, 38, 39, они тянутся хорошо, значит, я связала 24 сантиметра. Значит, сейчас мы должны вязать 24 минус 4, 20 сантиметров, пока у нас не будет длина носочка 20 сантиметров. Вот от пятки вы мерите, от пятки до... Здесь мы и вяжем 20 сантиметров. У меня это мой размер. Значит, вы берите свой размер и 4 сантиметра не довязывать до конца. На последних 4 сантиметрах мы будем с вами формировать наше вот закругление мысочка, да? Поэтому сейчас ровненько я продолжаю вязать. Значит, там, где петли подошвы, резиночкой 1 на 1, а где впереди буду вязать, продолжать просто по рисунку. И на высоту 20 сантиметров, если мерить от начала пяточки, и будем вязать 20 сантиметров. Я связала на нужную длину наш носочек. И теперь что мы делаем? Мы теперь еще 2 ряда провяжем по кругу. Всего 2 ряда. И мы сразу провяжем всю резинку 1 на 1. Вот как мы вяжем подошву. И тут же перейдем на резинку 1 на 1, на 1 на 1 по передней части носочка. Да? И так мы свяжем 2 ряда с вами. Продолжаем. Я провязала 2 ряда резинкой 1 на 1. И теперь мы будем формировать наш мысочек. Значит, у меня 44 петли всего, да. И я буду каждый раз спускать, в каждом, не в каждом, а в том ряду, где я буду спускать по 8 петель. Значит, в 4 местах по 2 петли. Спуск я буду делать тоже не по бокам носочка, а вот как бы посерединке, да. Вот смотрите, вот у меня спуск. Но здесь не очень видно, я сейчас покажу, как здесь. Но я вот спуск делаю не с боков, а вот здесь 2 раза посерединке, как бы, да. И здесь сзади тоже, вот в этих местах, да. Получается, вот как условно на шапочках делают, да. Вот мне так что-то понравилось, да. И для этого, значит, я сказала, что в одном ряду я спущу 8 петель. 4 раза по 2 это 8. У меня 44 петли, делю на 8, получается 5. Значит, 5 раз я буду спускать в каждом ряду по 8 петелек. Для этого я что сделала? Значит, с одной стороны 5 петель отсчитала и повесила на 6-ю, повесила маркер. С этой стороны 5 петель и на 6-ю повесила маркер. И также вот в начале, ну, по лицевой стороне носочка тоже 5 петель отсчитала, повесила маркер. И здесь 5 петель отсчитала, повесила маркер. И условно у нас впереди на 2 петельки больше получилось. Если помните, здесь было 23, а тут у меня 21. Поэтому здесь у меня внутри осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. А здесь у меня осталось 9 петель. Поэтому, когда мы все будем спускать, все время забирается, в одном месте у нас просто одной петельки. Вот мы здесь 1, 2, 3, 4, 5 с одной стороны. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь только 4 останется. Значит, один раз мы здесь сократим не 2 петли, а 1. Ну, вы посмотрите, как это в процессе вязания, да? И теперь мы начнем с вами сокращать наши петли, формировать наш мысочек, да? И, в принципе, вот в этом месте вы, если хотите, вы можете уже поменять цвет и делать вот весь этот мысочек уже другого цвета, да? Но вот я почему-то, может, это не совсем правильно, но мне вот как-то захотелось вот самой макушки, потом я уже подумала, может, можно было как бы и все, весь спуск делать другим цветом. Но это вы смотрите сами, как вам нравится, да. Я уже один носок так сделала, поэтому переделать не буду. Значит, я буду делать 3 раза еще спуск синим цветом, а последние 2 раза я уже начну вот этим моим цветом. И сейчас покажу, как мы это будем делать.
Значит, первый ряд. Вот мы вяжем, продолжаем вязать, как у нас рисунок здесь идет. Тут 1. И не доходя до этого маркера, одну петельку, сама петелька и следующую за ней. Вот эти 3 из 3 мы свяжем одну. И как мы это сделаем? Вот 2 петли вот так я просто переснимаю на другую спицу. Вот так вот, да? Вот как бы слева направо так их одеваю. Переснимаю, но не провязываю. Потом 3-ю провязываю. И вот эти 2, которые мы пересняли, вот через них я протяну вот эту провязанную. И мы сократим 2 петельки, и косичка у нас останется вот посерединке. Дальше мы вяжем уже, как у нас получается, по рисунку. Опять доходим до вот маркера и по одной петельке с каждой стороны. Опять я ввожу спицу слева направо в 2 петельки, снимаю их со спицы, но не провязываю. 3-ю провязываю, и вот эти 2 петельки, вот они, я их возвращаю, через них протягиваю провязанные. Вот опять получается такая косичка. Это мы сделали по подошве. 1 раз мы сократили. Теперь мы переходим на внешнюю сторону или лицевую сторону носка, как хотите ее назвать, да. И здесь то же самое. Мы смотрим, у нас идет по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот опять маркер висит. 1 петля до и 1 после. Опять 2 петельки слева направо я снимаю, не провязывая. 3-ю провязываю лицевой. И вот эти 2, через них протягиваю провязанную. Это 3-е убавление у нас. И доходим 4-й раз. До 4-го. То же самое. Вот смотрите, опять 2 петельки слева направо я снимаю, не провязанных. 3-ю провязываю. И потом эту провязанную протягиваю через 2. Вот мы их убавили. И довязываем ряд до конца. Это мы сделали 1 ряд с убавлением. Так я сейчас вяжу 2-й раз и 3-й раз синим цветом, а потом перейду на голубой, то есть на бирюзовый. Вы вяжите тоже так же, и потом, когда я перейду, еще останется 2 убавления, я покажу, как мы закончим сам носочек. Вот 3 убавления я сделала, и теперь мы можем синюю ниточку обрезать, потому что я перейду вязать на такую-то бирюзовую. Значит, я беру свою бирюзовую ниточку, синюю заправлю пока внутрь. Беру вот эту бирюзовую и буду продолжать делать убавления уже дальше вот этой ниточкой, да? Значит, это у нас 3 раза мы сделали, и теперь нам останется, так, вот смотрите, 2 5 я переснимаю, 3-ю провязываю и протягиваю через эти 2. Дальше у меня идет изнаночная. И следующее убавление опять 2 переснимаю, 3-ю провязываю и протягиваю. И лицевая. Так, теперь мы делаем на лицевой стороне носочка нашего, или там, где вот не на подошве, а сверху носочка. Теперь смотрим, что у нас здесь получается. Значит, изнаночная. Так, потом 2 переснимаю, 3-ю провязываю и протягиваю. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь опять 2 переснимаю, 3-ю провязываю и протягиваю через снятые. И у меня сегодня изнаночная. Так, это мы еще раз сделали, это уже бирюзовым цветом. И теперь последний раз, вот то, что я вам говорила, что нам может не хватить. Поэтому как мы сделаем сейчас? Вот здесь я просто 2 вместе
свяжу. А вот эти 3, которые у меня останутся, я сделаю так же, как мы делали. И протяну. Это у меня только вот на задней части носочка. Здесь у меня осталось 2 петельки. Теперь перехожу сюда, вперед. Здесь у меня петелек достаточно будет. И здесь мы делаем точно так же, как мы делали. Значит, 2 переснимаем, 3 провязываем и перетаскиваем через 2 снятые. Здесь лицевая, опять 2 мы переснимаем, 3 провязываем и протягиваем через снятые. Все, мы наш носок закончили. Вот у меня самая макушечка моего цвета. Теперь мы берем, тоже мы можем обрезать ниточку, чтобы она нам уже не мешала. Теперь беру иголочку и вставляю все эти петельки, начиная с той петли, которую мы только что провязали, да, чтобы у нас петли не распускались. Вот я переснимаю 3 петельки, разворачиваюсь. Здесь у меня осталось 1 и 2. Все. Вот наш носочек закончен. Теперь мы должны закрепить вот эту макушечку, так называемую, да, сопрятать все ниточки. Уберем маркеры, естественно. Потом запрячем все ниточки, которые у нас еще есть в середине носочка. И вот наша пара носочков у нас готова. Вот посмотрите, какие носочки у нас получились. Я считаю, что очень симпатичные. Так что, кому нравится, пожалуйста, вяжите вместе со мной. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.